работаешь в тарифе доставка или пешим курьером, но твой парк стал тебя динамить с бабосами, выводить все сложнее, промежутки между выводами все больше. Плюнь на них и переходи в мой таксопарк Такси Хайп. У меня с этим проблем нет. Работаем давно, подключаем всех. Помимо, как я уже сказал, водителей такси, мы подключаем пеших курьеров и курьеров в тариф доставка на ваших собственных автомобилях. Но также тариф грузовой присутствует, конечно же, у нас. Приходи, и будет тебе счастье, удачи и море бабла. Пока-пока. Ну что, друзьяшки мои, сегодня в очередной раз, вот не верю в бескорыстных дам, к сожалению. Не осталось, видимо, таких совсем. И сегодня я вам в очередной раз это постараюсь доказать, потому что так как устроена жизнь. Сегодня очередная мадмуазель, красивая очень девушка. Но я уверен, что, как и большинство акул в этом океане отношений, предпочитает бабки, а не прекрасного внутреннего Евгения. Но ничего страшного, как говорится, не первый раз замужем, живем, поэтому переживем и это, что называется. Ждем девушку, а вы делайте ставочки. А вот и моя чаровница. Помочь? Спасибо. Аккуратно. Ты прекрасна. Привет. Какая погода сегодня хорошая? Привет. Да. Привет. Потрясающе. Серьезно? Да. Ты очень хорошо выглядишь. Спасибо. Пожалуйста. Прям очень-очень. Как дела? У меня как дела? Я в надежде, что сегодняшнее наше свидание будет просто фееричным. Я все время на это надеюсь. Я скажу правду. Я хожу по свиданиям, но никак не могу найти себе подходящую, я не знаю, как правильно даже сказать, пару. Ну, вот, да, чтобы, это действительно непросто. Это прям целый процесс и труд. Это, я не знаю, мне кажется, легче у нас зимой пальму с кокосами вырастить, чем найти себе подходящего человека. Но это ладно, про мужиков все ясно. А вот я смотрю на тебя, честно, ты просто, шикарная женщина. Мечта поэта. А чё не что, не ходят мужчины? Что тебе Ходят много мужчин. В интернете-то понадобилось? Комплименты даже делать. Серьезно? Да. Это часто. Удивительно. Это дальше комплиментов не заходит. Да? То есть, да, неуверенные какие-то мужчины в себе. А какой тебе мужчина нужен? Видимо, уверенный первое, да? Уверенный в себе, так. Да, конечно. Какой еще? Внимательный. Так. Щедрый. А щедрый, вот мужичок идет, не подойдет тебе? Нет. Не подойдет. Хорошо. Внимательный. Чтоб занимался спортом, щедрый. Следил за собой. Это практически все про меня, я тебе могу сказать. Это вот прям... да. Хорошо выглядишь. А, серьезно? Да. Для моих-то лет. Я согласен. Спасибо за комплимент. Спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя надежда на то, что все-таки сегодня эти поиски закончатся? Как ты считаешь? Я так сразу не могу сказать с первых минут, но я надеюсь, я здесь не просто так, не зря. Окей, слушай, как ты насчет того, чтобы... Опять же, сделаю акцент на погоду. В конце сентября такая погода, это просто что-то невероятное. Да, сегодня самый теплый день за последние 57 лет, кстати. И самая красивая женщина за последние 57 дней. У меня в машине. Значит, что? Предлагаю, можно как-то прогуляться выберем ресторан. Я остановлюсь метров за 500, мы прогуляемся до него, подышим воздухом, нагуляем аппетит, да, а потом туда... Я знаю отличное место здесь, чтобы далеко не ехать. На набережной, в отеле «Гамма». Хороший ресторан. Отель «Гамма». Это после Розенштейна туда вот мы... Да. Следующий, да. Кстати, крутой. Это, кстати, 5-звездочная гостиница. Да. Очень вкусно там. Очень вкусно. Потрясающая кухня, да, я была. И гостиница там 5-звездочная. Очень красивый интерьер. И интерьеры красивые, это правда. Отлично, выбор сделан. Тогда, слушай, будет не круто, если ты поедешь, скажем так, без какого-то, может быть, небольшого штришка. Не зайдешь в ресторан, чтобы все поняли, что у нас сегодня свиданка. Это ты о чем? Я сейчас объясню. Интересно.
это тебе. Держи. Держи. Это тебе. Что это? Цветы. А почему искусственные? Нет, ты должна была сказать, круто, что искусственные. Ты представляешь вообще? Вот смотри, ты сейчас плюсов не видишь просто. Они будут стоять вечно. У пластика период полураспада там 1 миллион лет. Уже ничего не будет. А они будут стоять у тебя в вазе. И это будет память на всю. Неважно, как у нас закончится, чем сегодня все закончится. Но вот эти вот цветы, ты их не забудешь никогда. И они будут напоминать тебе. Это будет постоянное напоминание. Представляешь, ничего, поливать не надо. Ты всегда Мошки так не делаешь? съедят. Я вообще так очень редко дарю цветы. Но я вот смотрел на твою фотографию в анкете. Просто я понимал, что это... Что мне нужны искусственные цветы. Нет, что тебя нужно порадовать, что тебе нужны цветы. Но я решил просто из практичности. Это же очень практично. Никто не покупает искусственные цветы. Они не понимают. А смотри, какие они красивые. Они очень похожи на настоящие. Ну, красиво. Я могу брызнуть на них духами, и они будут пахнуть. Они, надеюсь, не с кладбища? Ну, нет, я не собирал их с кладбища, но магазин при кладбище, потому что они не покупают, но не продают в обычных магазинах. Забудь Спасибо, про кладбище. Конечно. Можно я назад их положу? Да, конечно, пожалуйста. Неожиданно. Неожиданно, давай аккуратно, чтобы они там не растрепались. Хотя этим цветам ничего не страшно. С ними можно что хочешь делать. Такое у меня впервые, конечно. Слушай, ну, ты же хотела, чтобы у тебя было сегодня незабываемая, классная тематика. Плюс, реально, они в 3 раза дешевле, чем обычные. И стоят вечно. Я поняла. А вечно у нас, извини меня, ничто не стоит. Даже пирамиды потихоньку разрушаются. Так, все, сейчас поедем. Единственное, знаешь, что у меня к тебе просьба будет? Цветочки, хоть они и дешевле, но они все равно в денежку встали. И тут на днях ТО сделал, в 100 почти обошлось. Недавно с отпуска вернулся. Короче, истрепался вообще наглухо. Ты не могла бы мне денег одолжить сейчас на ресторан? Мне нужно тачку заправить. Еще на телефон положить, я забыл. Смотри, нет, у меня есть деньги, но они будут завтра. Вот, завтра я тебе зуб и кровь из носа все отдам. Ты же не думаешь, что я совсем без бабла. Все-таки у меня вот есть, смотри, жвачка есть, конфетки есть, сумка кожаная. Поэтому бабки у меня есть. Просто, вот они закончились неожиданно. А не хочется свиданку портить, понимаешь? Ты там не близкий чужой человек, считай. И мы сейчас плюс с тобой будем... Ты тоже будешь кушать. Я же тебя буду за свой счет кормить. Просто у меня сейчас с денежкой не очень. Опуская все эти подробности, 30 тысяч рублей. Если не сложно, да, а завтра я тебе отдам всего. Ты шутишь? Нет, смотри. Вот ситуации бывают разные. Просто я бы мог так подойти, смотри. Слушай, такая ситуация. Кошмар. Мне пришлось купить маме лекарства очень дорогие на последние деньги. И я пришел сегодня пустой. И вызвать жалость. Но я тебе говорю, как есть. Пообтрепался. Бывает, мужик пообтрепался. Понимаешь? Я потратил очень много денег. Я тебе реально говорю. Где-то 500 000 за 2 недели. Это, дофига. И просто все кончилось. У меня 200 рублей. Я тебе сейчас даже покажу. Вот смотри. У меня в кармане, 200, 300, 400, 500 рублей. Больше нету. Что мы с собой на 500 рублей в ресторане там купим? А мне еще заправиться надо. Можем не доехать. Придется пешком идти гулять до ресторана. Я отвечу, смотри. Нет, ты меня подожди. Я же не просто так. У меня есть машина. Она на меня оформлена. Я тебе документы сейчас на нее дам. Залог. Серьезно? Нет, не нужно, не надо. Нет, серьезно. Посмотри, она на меня. Я не возьму документы, спасибо. Ладно. На деньги ты дашь? Сейчас я посмотрю, конечно. 30-ки хватит, больше не надо. Ты женщина самодостаточная, я смотрю. Да? Точно отдашь? Конечно. Я тебе говорю, на карту, наликом, как хочешь, я тебе переведу. Серьезно, да я планирую с тобой вообще-то общаться, встречаться и так далее. А что такого-то? Ты, может, завтра отдашь, правильно? Да. Хорошо, завтра можешь подъехать ко мне. Да не грусти ты. Да завтра отдаю. На отдых, на развлечения. Сейчас кормить тебя буду всякими омарами. Я посчитаю, на всякий случай так. Да. 10, 15, 30 тысяч.
Спасибо, ты такая молодец. Все, что, ничего нам не мешает. Сейчас поедем с тобой. Отдохнем. Ой, что-то не упал на меня, нет? Так, лады. Пристегиваемся. Ой, подожди секунду. Что случилось? Я же хотел тебе сказать еще один момент. Еще денег надо? Не, все, денег пока больше не надо. У меня жена, я просто еще не развелся, но мы в разводе. Ну, в процессе развода, короче, забей. У меня 3 детей от нее, короче. И эти 3 детей сегодня жена, просто я ей говорил, у меня свидание, я занят, привет. Она говорит, ты обещал, сегодня выходной, ты обещал детей сводить в театр. Она билеты купила, мне нужно детей сводить в театр. Прикол. Через 45 минут у них представление. Там какой-то колобок или теремок, я уже не помню. Неважно. Можем сходить, это на час всего. Мы посидим сзади. Да, это детский спектакль, они спереди посидят, мы сзади. Ну там что-то по телефоне посидим часок, а потом в ресторан пойдем. Это буквально вот не совсем на чуть-чуть. Я обещал, я реально, ну, интересно очень. Понимаешь, она все никак не может документы о разводе подписать. Понимаешь? А нагружает меня вот этими всеми моментами, детьми, там еще чем-то. Ну, это все такое уже. Это я уже люблю детей, на самом любишь, деле, да? очень. Угу. В принципе, у меня планов сегодня не было. Неожиданно получается у нас свидание в театре детском. Нет, час пройдет, и мы поедем в Рестик уже. И все. Я надеюсь, там ничего не всплывет, и мне никто не позвонит уже, никто ничего не понадобится мне. Я тоже надеюсь. Ну, поехали. Все, нормально? Да, окей. Такого у меня еще не было, конечно. Знаешь, что я хотел бы тебе сказать? Ты такая хорошая девушка. И твой светлый тон в одежде, и твои светлые волосы, и твои светлые глаза. Видимо, у тебя еще и душа светлая. Ты столько сейчас за эти короткие несколько минут пережила. Либо ты очень сильно отчаялась в поиске мужчины и готова на все. И денег дать, и искусственные цветы принять, и с детьми понянчиться. Либо ты правда хороший человек. Но, видимо, все-таки второе. Потому что, как бы ты ни отчаялась, я думаю, что на моменте искусственных цветов ты бы меня уже послала в маленькое эротическое путешествие. Ты очень хорошая. И у меня, на самом деле, все в порядке. Ты мне просто очень понравился. Да? Держи. У меня все, мне не нужны деньги, у меня все есть. Более того, я тебе могу сказать, что как мне пришла в голову история с искусственными цветами, я не знаю, но давай мы сделаем так. Ну их нахрен. Иди, я тебя приобниму. Все, не переживай, все у меня хорошо. Такая ты у нас зайка. Я тебе, поехали, куплю такие цветы, что... Капец! Может, они не будут стоять они вечно, но будут они гораздо лучше, чем эти. Поехали. Ну, у тебя есть шутки. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want you to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.